Элементал сознания тела. Человек с метафизическим огнем в единстве. Проводник Ольга. Этого канала «Новое пробуждение человечества» есть чаты в Telegram, где идут прямые эфиры. Ссылки в описании. Видео содержит прямую передачу. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Мир, пробудись. Прах эго отряхни. И мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Мы хотим добавить, договорить, расширить понимание огня. Физического огня. Та многомерность, из чего он состоит, физический огонь, человечеству была много времени недоступной. Очень много было нарушено, потеряно, практически большой частью человечества. И поэтому эти все такие могущественные дополнения силы, знания, сознания были потеряны, отключены. И это то состояние, в котором человечество проживает, обессилило его. Ибо знание, что огонь первичен, и он первичен на тех огромных просторах космоса. Так всегда было. Так было сотворено самим Творцом. И в физическом воплощении огонь первичен также. 4 стихии, которые существуют в человеческом признательном помысле, его души, духа. Признательном помысле души, эта душа признает главенство духа, огня, и многомерность его физического огня. Много чего происходит и происходило. Это мирного, физического огня. И эти 4 стихии, которые названы для совершенства возврата силы человеческому сознанию. Огонь стоит первичным. Первичность огонь, воздух, вода, земля. И каждый, кто будет слушать, конечно, скажет, что я без огня могу жить. Так устроено, много обмана, лжи, и она стала, что называется, приоритетом. Нет, огонь физический, мирный огонь, который есть не просто на планете. Он есть в этом копчик, кто ведомый. Ведомый – это тот копчик, о котором много говорилось, и который удерживает саму жизнь, житие, деяние. Житие питает саму жизнь. И нельзя его назвать прям-таки физический, но он очень явно проявлен в физическом. Как это проявляется? Он невидим глазу физическому, обычному. Обычный физический взгляд, взор человеческий, он не видит многомерность только потому, что закрыт, зашлакован, заблокован вот этим всем тем, что произошло тогда в те времена. Иначе бы огонь физический мог бы рассматриваться человечеством как многомерность его. О нем очень много сказано, что это живая, могущественная сила первоначальная, первотворца. И она была одна, когда снисходило человечество сюда. Она была оставлена Творцом, как дар. И злоупотреблять этим даром нельзя. И не только это, здесь было очень-очень много причин. Но сейчас, вот в эти периоды цикличностей, заканчивается один цикл, новый начинается. Эволюция мироздания. И вот в эти зимние солнцестояния допустимостью есть разъяснение какой-то части огненной стези познания. Не каждый может это понять и воспринять рассудком. Но если в чистоте и в помысле своем ты соберешь в себе вот по крупицам, то изначальность там моя. Что такое изначальность? И огненная стихия всегда будет главенствовать. Огонь. Мирный огонь, дарованный человечеству Творцом. Он главенствует, он живет саму жизнь на физическом уровне. Его функции огромнейшие, их перечислить в одном таком сказании просто нереально. Вот так могуществен, и могуществом таким он обладает, огонь физический.
И это понимание осталось в тех народах, народностях, которые проживают в единении с планетой. В почитании и признании, что Бог главенствует, божественность главенствует. И им доступны эти все секреты, они с ними живут, они ими стоят. И они удерживают не просто свое могущественное сознание целостности, бытийности Творца Небесного. Не только они это удерживают, они своими вот этими огненными молитвами огня космического призыв делают. И единение оставляют за собой. Почитание физического огня усиливает и дает единение с космическим огнем. Без этого никак. Тогда то все будет ложь, обман и суета. А вот это деление-разделение привело к такому упадку деградации сознания. Деградировало человечество. И сейчас для множества этого уникального времени есть возможность раздвинуть, расширить вот эти познания чистоты, дух. Дух, душа, божественность. Огонь физический здесь выступает первостепенно. Он все это единяет там внутри, произношением, пониманием и вглядываясь в мирный огонь. В миирный огонь. Огонь мирный, сама стихия, не просто ею управлять. Доступно только там, где есть допущенные огромные владыки тех миров, где празднуют и почитают огонь как святость. Это огромная мудрость, которая эволюционирует и которая идет в единении с самой цикличностью эволюции. В этом заключены огромные сверхспособности, называемые человеком. Они заключены именно в этом мирном, физическом сосуществе. Сосуществе. Вот так он может быть. В нем очень много сокрыто таинств, в самом физическом, мирном огне. Его возможности превышают все, что только может. Он превышает своими возможностями огромную составляющую, планетарную движимость. Он как бы идет первым, он ведомый этой всей движимости планетарной энергоструктуры. Даже не структуры, физические слова не очень подходят. А вот жить, жития, пульса. И здесь, вот в этом жития, пульса планетарном, главенствует огонь. И он главенствует физический. Ибо это физическая планета, физическое восприятие, физическое проживание. И вот в этом главенствует огонь. И если множество из вас начнут в себе это вырабатывать, утверждать, составляющим стать этим, и помнить, что раз ему доступны такие огромные возможности, огню физическому, мы его называем физический, на самом деле он был и останется всегда многомерным. Только лишь потому для многих он физический, нет внутреннего взора, нет внутреннего видения, и только он был, есть и останется многомерным. Он излучает тепло, он издает звук. Здесь очень-очень много того. Даже если это не будет хруст сухого дерева, где звучит сам огонь, он также издает звук. Он издает непомерный цвет. Он издает свою силу движимости жизни. В нем заключено огромное, могущественное таинство этого огня. И он исцеляет. Он исцеляет физические энергосистемы. Он исцеляет глобальность человеческого проживания за много времени в этой бытийности, линейности. Он может исцелить. Он может мотивацию создать и увести с собой в глубины тех могущественных, созидательных творений внутри, у каждого, в тебе, у каждого, в тебе. И это огонь физический. Он дружествен и един с космическим, учитывая его многомерность. И отсюда происходит многомерие, единение. И этим звучанием с таким напором силы возможно очень быстро раскрепостить вот эти забетонированные сосуды, энергосистемы, каналы, меридианы, которые находятся в человеческих телах. И это все действие огня. Но к нему нужно обращаться, к нему нужно перейти не человеческим вот этим лукаво-ложным обращением, а чистотой своей гортани волевой, которую он также может очищать, усиливать и помогать. А чистотой той честной правды, что я всегда воспользуюсь для усиления, миира,
мироздания на этой планете. В себе, вокруг себя, в своей стране и в мире. И только так ответ услышать сможешь ты. Ты каждый, кто пожелает этой мудростью приняв и стать. Она величием наполнена, как все творение Творца. И святость там могущество имела, имеет и будет удерживать всегда. Насколько связан физический огонь с многими проявлениями на этой планете, сейчас нет возможности это рассказать, потому что множество из вас находится в программности социума, люциферианских закономерных, уничтожающих саму планету, человечество. Но часть этого возможно передать сейчас. И это допустимостью своей, оно даст импульс жить, мииру, мирозданию, на этой вот планете. И здесь сокрыта та могущественная сила той божественности настоящей. В ней заключена движимость, планетной движимости галактической. Здесь есть вот такое вот единение. Планета, на которой находится человечество, очень умна. Умна в понимании того, что ее нельзя было закабалить, ее нельзя было обмануть, ее нельзя никогда было привести в какой-то статус повиновения и такого глобального отторжения от Бога, от Создателя Небесного. Она смогла устоять. И когда ее это устоять начало пульсировать в ней и стало огромным, и стало еще усиливаться. То, что начинает жить, пульсирует, оно усиливается. Создатель позволил ей отключиться от человеческого, творимого человеком зла. И вот эта сотворенная деградативность человеческого творения, человеческого разрушения и зла, она лишена этого сейчас. И поэтому ее статус неповиновения ложному усилился в огромных ее диапазонных мерностях. В ее вот этом непомерном почитании божественности и безусловности любви и благодарению Создателю. Это ее статус. И стихия огня – это ее могущественная сила, которая есть и будет у нее. И она огромная. И если человечество сейчас вникнет в это, и вникнуть в это можно только той созидательной силой бесконечности мира и безвредности, почитании самой жизни. Не смерти и адоразрушения, а жизни. Почитание жизни. Как многочисленны ваши порой доводы, что вы как-то что-то знаете. Что вы знаете? Ложную историю, которую вам написали. И вы ее носите, переносите, перекладываете из одного сосуда в другой и кичитесь этим. Это разве знание? Задайте себе эти вопросы. Здесь знаний нет, есть здесь обман. Кто виноват, кто прав, какие-то суждения бесконечные. Как много зла и тьмы вы сотворили, осуждая все в себе и вокруг себя. И почитая это люциферианско-религиозное, вы стали этим. Вы стали частью этой вот программы. И пока вы это сознательно и честно не признаете, пытаетесь себя оправдать или еще что-то, и безответственно идете убивать, разрушать, вам недоступно будет это вот познание огня физического, космического. Там чистота и честность. Ничего нет дороже для вас на этой вот планете, это божественность. Но ведь она же безусловная любовь. То при чем здесь какие-то суждения, какие-то догмы, как они сюда могут войти? Безусловная любовь Творца. Это не значит, что вы не наказываете себя, когда убиваете, когда разрушаете, когда осуждаете. Это вы самостоятельно себя наказываете и выносите этот свой приговор сам себе. Каждый сам себе. Отключившись от ваших вот таких злобных деяний, планета выбрала переход. Она взяла его. Она им стала, она движима. Она двигается, скорость на ней увеличивается. Чем занято сейчас человечество? Убийством друг друга, похотью, празднованием. Что празднуешь ты, человек, сейчас? Ложь, лукавство. Но ведь это тьма. И празднуя все это, ты усиливаешь это. Опустошаешь душу, сердце ты в себе, такой вот ложной праздностью. И силу ты при этом теряешь, и не только физическую.
И ментальный уровень свой занижаешь с огромной скоростью. Каждому из вас необходимо сейчас принять вот тот фактор, что взрыв, который происходит в какой-то стране, он разрушает, дезинформирует, искривляет. Делает деграммативность мозга множеству, где бы вы ни жили, в какой бы вы стране не были. Он идет волной, волнообразная. И она доходит до тех уровней, где ваше сознание. Свободу необходимо обрести вам, каждому из вас. И если первичным не станет у основной массы человечества Миир, вы не сможете увидеть свое завтра. Ничего нет важнее сейчас, это глобального Миира. Это спасение своего сознания. Ибо на этом Миире, на этой движимости, Создателя изначального, на этом могущественном, созидательном Творцом, Всевышним Создателем творения, вы сможете удержать, усилить вот эту стихию физического огня, движимости ваших звуков, вашего звучания, вашего дыхания, вашего ритма сердца и ваших мозговых волн. Это понимание есть там, в глубинах сердца ваших. К ним дотянуться сможете вы, полюбив честность и признав, что огонь – это могущественная сила и что он первичен. И если ваша эмоция, ваше сказанное слово не имеет там в звуке гортани вот этого посыла огненного, эмоция имеет очень низкую частоту, как бы вы ее ни выражали. А она низкочастотная, и она не имеет звуковую вот такую мембранного, которая созидает. А она прервана и искривленная. Она может быть кричащей, возмущающей, но она не имеет созидательности. И эту созидательность дает физический огонь, метафизический огонь, если правильно сказать. И полюбив, признав, поблагодарив его, вы в какой-то мере, у каждого по-разному, зависит от ваших стремлений, намерений. Вы частично звуком силы сердца дотянуться сможете до более высоких частот, своих высших аспектов. Это самое драгоценное, что нужно сейчас сделать. Обрести вот эту могущественную, силу звучащую, единство с вашими высшими аспектами. Огонь здесь первичен. Ибо как бы вы ни старались, как бы многоразово вы ни повторили «я люблю», «я хочу это дотянуться», если там нет огненного импульса силы, метафизического этого, физического огня, оно беззвучно у вас звучит. Ибо соединяет, единяет, единение, огонь космический с физическим, и в вас, и жизни, на этой вот планете. И это доступно разуму каждому твоему, человек. Если ты проникнешься и вдумаешься в это. Мерности идут на убыль. Везде звучит и почитание Миир, и остановить безумство и убийство. Должно быть первично. И это ваш такой усиленный призыв той святости божественности и силы, которая есть внутри, в ваших сердцах и ваших более высоких аспектах, которые умножить, защитить и исцелить ваше сознание за мгновение вот в эти временные рамки. Необходимо сосредоточиться, необходимы многочисленные утверждения и многих. Остановить безумие. Остановить. Ведь вы галактику, ведь каждый из вас галактику какую-то представить сюда пришел. Как же вы позабыли? И это все звучит вне вас. А кто главенствует у вас? Кто? Задайте себе все эти вопросы. Кто главенствует в вас? Кто руководит моими мыслями? Кто их составляет? Кто заставляет проживать меня этот день? И убивать, и почитать все это разрушение. И мерность эту никто и вам не позволит разрушить, а она идет. Да вслушайтесь вы просто в собственное сердце. Найдите правду там. И не просто проходите, проживайте какой-то медлительностью своей, а активируйте в себе вот эту силу огня метафизического, физического. Как ему много доступно, этому огню. Он исцеляет все. Он исцелит любые заболевания, если вы его признаете, если ваше понимание расширится, и будет понимание, что такое огонь. Да сколько радости вы себе принесете! Здоровье! Физические энергосоставляющие,
в вас есть тела, энергоканалы, меридианы и есть физические сосуды. Все это лечит огонь с такой скоростью. Живой вот этот вот огонь. Да, может быть, для множества из вас сейчас не все понятно. Но поверить в эту живую, волшебную силу, которая есть и которая дарована только Творцом, возможно каждому из вас. А потом и понимание это придет. Потом эти знания раскроются, или они придут откуда-то к вам. Остановить убийство. Утверждением Меиира вы такую делаете непомерную силу свободы каждому себе. Ведь вы спасаете вечность собственных душ. Вечность. Когда же вы перестанете так смаковать, так бравировать вот этими фантиками ложности, а начнете думать, просто думать. Все, что нужно сейчас человечеству, просто самостоятельно начать думать. И понимание, что когда вы перед кем-то кривляетесь, снимают какие-то видео, и вы просматриваете, на это ставите кто как себя ведет. Вы же теряете смысл жизни, огня в себе теряете защиту. И восхваляйте кого? Идолов в разукрашенных нарядах. Кого? Ибо словоблудие, которое они едва ли составляют. Ибо кроме смерти и ада, почитании этого сатанизма, у них уже ничего не осталось. Ведь многие из вас помнили когда-то рассвет Творца. Огня объятия, касания, сознанием своим коснуться. Пусть огонь вычистит мое все сознание. И продышать, и просмотреть, продумать в единстве с огнем, какую вы силу обретете. Какую радость вы примите, усилите в себе и умножите на планете. Это все едино. Вот он как раз и единит миры, галактики, огонь Создателя, великого Создателя. Как можно жить, не почитая того, кто создал там тебя ведь изначально? Как? Задумайся ты каждый, здесь, сейчас. И вдумываясь раз, другой и третий, и призывая вот огонь к себе, в себя. Умножь ты силу Бога там, в себе. Душе своей ты дай свободу. Огонь поможет. Как могуществен и как прекрасен он в этом вот труде. Вот в чистоте, в свободе там, в твоей душе. Да все свершить он может. Огонь той чистоты, той силы честности, Меиира. Меиира. Меиира планетарного, и той стране, и той, и тем детям, и тем взрослым. Кому бы там ни было Меиир. Ведь загублена жизнь. Ведь никто же не славит жизнь, а только убийство прославляет. Да что же происходит с вами, люди? Что происходит? Одумайтесь и посмотрите вы вокруг. Ведь вся природа, она только с безусловностью этой живет вас. Все вас живет, а вы это рушите. Вы ведь не можете так просто бросить Бога, который дышит там, в тебе, в тебе, в тебе, в каждом том тебе. Ибо тут же остановится твоя жизнь. И это так распространилось, что это мотивирует убийство вас, и вы этого не видите. И чем больше убийства, тем больше у вас мотивации. Огонь жизнь дает, божественность освобождает, и славит жизнь Меиир. Меиир он славит, Меиир он славит. Ту божественную, настоящую, творящую, животворящую, ту силу единяет физический, космический огонь. Внутри, у каждого тебя. Если ты сейчас об этом вспомнишь, утвердишь не раз, восторжествует жизнь в тебе. Та жизнь, та радость созидания, творения. Та бесконечность красоты. Вдумайся немедленно. И поделись ты множеству и множеству везде. И раствори ты эту тьму. Не дай убить ты Бога там, в себе. Не дай, восстань. Восстань ты в силе, в ритме, звуки, запахи огня. Восстань. И душу ты свою освободи. Гортань свою и волевую силу воспрянь. Ничего сильнее и быстрее не происходит. И то, что создал ты вчера, ты раствори. Пошли туда огня, и раствори ты всю эту жалюгидность там свою. Промору эту разрушающую.
всю эту тьму ты останови, разрушь ее, а не себя. Не Бога разрушай, а тьму останови. И светом твоим она рассыпется, огнем она рассыпется. Остановись, ты человек, ты человечество, немедленно, сейчас. Ни праздной ложь, ни праздной лицемерие. Нет в этом праздности, нет. Оно умножает тьму. Вернись к огню Создателя, внутри себя. Возьми физический огонь основу, как себя. И он умножит ту божественность в тебе. Тот огонь космический в тебе. Вот этот вот физический Миир. Миир. Миирный огонь в тебе. В каждом тебе, в каждой клетке твоей, в каждом атоме твоем, в дыхании твоем, в сознании твоем. Освободись, освободись. Усиль ты мир везде и всюду. Каждое мгновение дорого сейчас. Каждое мгновение. Не будь ты в ожидании, не будь. Остановись, кричи и возмущайся, где только можешь. Сделай свое благодарение ты огню физическому и космическому. Объедини в себе и силу обрети, и ясность понимания воссоздай. Воссоздай, воссоздай здесь и сейчас. И передай ты множеству другим Миир. Сейчас должно быть только Миир. Везде и всюду Миир и изобилие. И множество из вас, когда услышали слово «изобилие», вы там вот это разгружаться стало в вас. И вы снова и снова остановились, ибо вы боитесь изобилия. Да как же так, ведь это естество планеты, космоса, небес, Создателя. Естественное, созидательное изобилие. Миир – изобилие. Миир – изобилие. Миир – изобилие. Огонь космического Христа сознания пусть восстанет в каждом вашем вдохе-выдохе. Сознание вашем в подсознании и надсознании. Соединение нитей ваших огонь участвует всегда. Вот этот вот огонь, физическо-метафизический, участвует в соединении нитей ваших, ДНК. Вот этот вот огонь. Помысли, поразмысли, каждый. И поделись везде и всюду. И только так умножишь Миир огня космического, ты в себе и на планете. Физически исцелит тебя. Испепелит дотла всю нечисть страхов там. Непонимания, злобы, суетности и тьмы. Пробудись, пробудись. Пробудись ты каждый. И этим поделись. И новизну в себе ты призови. Как любит новизну огонь, это его живет. Вот этот метафизический огонь, это его та, что усиливает его. Это новизна. Это жизнь новизна. Вот это из чего он состоит, и с этим вы сюда пришли. С ним, с вот этим вот огнем, физически-метафизическим. Ведь он поющий. Он славит Бога вечно, бесконечно. И любит делать это он. И для него превыше все это, ибо он этим питается. И тогда он шумит, возмущается, но жизнь он утверждает. Он поглощает тьму, тот мирный огонь Творца, созданный для спасения, освобождения всего человечества. Миир, изобилие, свобода, жизнь. Успей, ты каждый. Уникальный, практический курс «Дельфины». Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу, в этом его сила. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала «Новое пробуждение человечества». Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет, здесь истина горит, пылает,
планета силу и свободу обретает. Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они, незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Курс «Дельфины» — это радость неземная. Прямые передачи «Владыка миров», Элохим, Архангелы, световые цивилизации Сириус, Плеяда, Андромеда, Арктура и дельфины и киты. Настоящая активация божественности, изобилия в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности. Усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии. Гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела, врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибрации собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части. Воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь. Нет возможности откладывать, воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы, божественности в себе. Уникальный, практический курс «Дельфины». Вопросы и запись по номерам в описании.